Лицо в одно лицо. Сашка привез тележку суджук. Сурово сушен месен продукт. Тут аэропорт прям среди гор немножко расположен, прикольно. 4 звезды, отель и отклеенные обои. Посетили много разных заведений. Ну, почти во всех было классно и вкусно, атмосферно. В этой командировке было 2 местных болгарина, 4 человека из Польши вместе со мной и англичанин. Мы еще немножко там работали, не прям полноценный рабочий день. Выпили 2 бутылки раки. Как туристу в Софии делать, наверное, особо нечего. Вылет нам задержали где-то на час. Опоздание там 100 минут, 60 минут. Все поезда с опозданием. Расставание было невыносимым. Приветики, ребятки! Приветики, приветики! Вы встречаете нас, а мы вас в новом видео. Мы решили начать это видео с приятных вкусностей. Это все видео приятных подарочков будет посвящено командировке. Потому что мне кажется, это интересно, чтобы Сашка рассказал свой опыт. Много кто ездит в командировки, и вы тоже можете делиться в комментариях, как там у вас это проходило. И Сашка тоже решил поделиться. Ну, потому что приятные были впечатления, да, и все было классно. И самое главное, приятные, вкусные подарочки. Всякие мелочи. Я хочу показать. Первое, Алехандро привез винцо, ребят. Будет его пить в одно лицо. Винцо в одно лицо. Ой, поэт прям. А это вот крышка такая откручивающая? Не, мне кажется, обычно пробковая. Да? Просто помнишь, ты говорил, Да. что сейчас уже вино делается такое. Ну, это делают в прогрессивных странах. Намек понят. Ребят, ну просто вино. Не, ну в странах, в которых традиционно было Ну. вино, там и делают традиционно с пробковой. Ну да, смотрите, масляного паста. Ну так вот написано, я прочитала. Типа из маслин. Вот это интересно. Да, наверное, очень маслин ушел? популярны там Ну. оливки, маслины. Блин, вот это мне точно понравится, я уверена. И сладко от рози. Ну, это розовое варенье Рози. из Это у лепестков них роз. такая З, посмотрите. Это именно стилизовано тут. Ну да. Обычная кириллица. Просто кириллица у них дальше. А это вот карта. Да. Конь какой-то. Ну нет, толстый такой. Жирненький. Потом много всяких вафелек. Чудо-юдо. О, вот это прикольно. Это прям как мини-тортик. Мгм. Сашка знает, как я люблю вкусняшки. И он тоже любит. Поэтому он набрал очень много. Я был всего в 2 магазинах. Да. Хиппи. Ну, естественно, я ничего не покупал в сувенирных. Ой, ну В зачем? сувенирных там тоже, ну, получается, розы, это вот традиционный как-то сувенир. Ну, Мгм. все из роз. Мыло, варенье, что угодно. Вот это стоило чуть больше евро в Лидле болгарском обычном. А в этом сувенирном бы, наверное, стоило евро 5. Наверное. Ну, мои коллеги покупали там магнитики, но я... Ну, магнитики нет смысла. Нет смысла, ребят. Потом еще вот такой от Nestlé. Такой, ну, батончик, я хотела сказать. Такой. Поэтому Да, в итоге я закупался в Лидле и в Билле. И в Лидле были, ну, просто на процентов 80-90 точно такие же товары, как в Польше. Блин, да даже... Но я купил вот там варенье, Мгм. пасту из маслин, вино и какой-то из вафель, по-моему. И почти что все. Саша мне присылал фотографию, что там наш любимый соус. Да. Такой кисло-сладкий. Он сейчас у нас не продается в Лидле, а там продается. Саша говорит, что привезти? Мы соскучились. Да, реально было бы смешно. И вот еще такой морени. А как ударение на какой? Морени? Наверное. Морени? Варенье. Вот этот манделес. Мандельос. Ну, короче, вот эта фирма, она как Nestlé делает всякие сладости. А может это Nestlé? Нет, конкурент. Типа конкурент только, да? Думаю, да. Просто я видела, как Nestlé поглотила там Ну да. много-много маленьких фирм. Потом какие-то вот такие... Вот это может быть вкусно. Это леденцы. Джинджифил. Это леденцы, но они со вкусом имбиря и апельсина. Но это может быть очень вкусно. Лечебное что-то. Да. Лучше. Так,
А, еще, смотрите, это от Nestlé. Тоже такая вафелька. Мегабайт, Мура. Мура. Или Мура. Так польский гимн Муры. Ну, это не гимн. А, как? Просто песня. да. Не, ну да, что-то гимн я загнала. Это. Это мой любимый белый шоколад. Брейк. А, так он остался не так много, срок годности. Надо быстро есть. А, Это так до до 23-го года. Да. Ну, тогда много. Ой, тогда много. Потом какой-то сыр. Я надеюсь, он не испортился, потому что путь домой был долгий. Я еще расскажу. Да. Ну, такой какой-то твердый, не знаю. Ну, это такой, типа брынзы, думаю. БДС какой-то. Домлян какой-то. Белгарско, бяло, саламурено. Это типа соленый или что? Сирене. Сирене. Ну, знаете, упаковка немножко колхозненькая такая. Ну, я брал, ну, там, самая такая, болгарская. Хотела сказать, но белорусы обидятся. В белорусском стиле. Так не обижайтесь, пожалуйста. Ну, реально, вот просто Беларусь Так в Болгарии такой же стиль. не умеют делать такие стильные... Не, ну умеют делать стильные упаковки, но не все. И вот это одно из того, что я помню. И, ребята, ну как можно было Суджук. без тележки приехать? Так, мне нужно сфокусироваться, вот. Да. Сашка привез тележку суджук. Сурово сушен месен продукт. Знаете, как будет состав? Съеставки. Съедобно съеставки. Так, еще и мяско вот такое. Ой, колбаску. Ну, это типа солями. Ну да. Ну, одного Польше же нет. мало. Мы же, помнишь, жаловались, что в Польше не могли найти, ну, колбасу вкусную. И вот, это получается, как это называется, забыла? Лукум. Лукум. Захарни. Вот эта упаковка красивая. Да, очень такая милая. Такая Да. вот. Вот это мне нравится упаковка, ну согласись. Ну, я видел вот точно такие же. Точно, она сувенирная прям. Да, точно такие в аэропорту в Duty Free в 5 раз дороже. И в 4. Ну, как обычно. Ну, просто, сравните вот эту упаковку. Да. Ну, я никого не хочу обидеть, ну и вот эту. Ну, что это такое? Саш, ну вот сколько ты даешь из 10 вот это? Ну, 2-3. тройку, ну. Не, Вот ну такое вот это традиционное. десяточка, это миленько. Да, это очень Ну. красиво и солидно. Еще тут такой этот гранатик красивый. Не, мне Их это там было много нравится. видов, Ну. я взял вот с розами тоже традиционные и гранат. И вафельки тоже нормально, ну, хорошего вида упаковочки. Короче, ребятки, это все? Да, это все. Да. Ну, блин, Потихоньку будем пробовать. да, очень много. Мне интересно сыр, и если он не испорчен, но его много. Может, его салаты какие? Он, ну я его, у нас он такой все-таки я брал уже побольше. Да. Мы его ели почти каждый день, он и на завтраке в отеле был, и не только. Так ты ел его, он вкусный? Как брынза? Ну такой, да, творожный сыр, солененький. Ну, просто вкусный сыр. Ну вот так, ребятки. Ну, а касательно самой поездки, расскажу немножко вещей. Немножко я подснимал, но мало. И в основном как бы без голоса, потому что мы просто каждый день проводили совместно с коллегами. Постоянно вместе обедали, ужинали, завтракали, работали в офисе. Ну, разлучались мы только на время сна, по сути. Ну, и там очень мало времени. Даже когда вот мы, ну, как бы быстро ужинали и расходились, мы потом еще собирались в комнате в отеле и еще там тусили немножко 2 раза. Прилетели в Софию. Тут аэропорт прям среди гор немножко расположен. Прикольно так выглядит. О, все, заселились в отель. 4 звезды. Отель Централ София. Ну, не знаю, выглядит ли он на 4 звезды. Я никогда в таких не жил. Не сказал бы, что он прям какой-то классный. Но, блин, для одного более чем достаточно. Тут жарко, в принципе. Что-то есть даже. Ну, 4 звезды и отклеенные обои. Немножко не сочетается. Ну, отель и отель, как бы. Посмотрим. Да, обои тут не очень. Ну,
Но в ванной все солидно. Поэтому нормально. Посетили много разных заведений. Ну, почти во всех было классно и вкусно, атмосферно. Еда довольно вкусная. Мы раза 3 ели в традиционных таких заведениях, именно с болгарской кухней. Я попробовал несколько национальных блюд. Также мы еще ходили в средиземноморский ресторан, в бургерную, ели вкусные бургеры. Особенно я с рваной свининой, офигенный был бургер. Завтрак шведский стол в отеле. Ходили обедать там рядом с офисом. Один раз сходили в такое бистро недорогое. Ну, там нам не сильно понравилось все-таки, потому что, ну, еда, ну, такая уже, ну, не прям хорошей температуры. Она, ну, полежавшая. А потом мы 3 дня подряд ходили в такой хэппи, как бы сетевой ресторан там с разной кухней, в том числе там и суши. Такое популярное заведение. Мы ходили. Все 3 раза нам очень там понравилось. Также мы много гуляли. У нас, получается, в этой командировке было 2 местных болгарина, 4 человека из Польши вместе со мной и англичанин с нами поехал. Тимлид наш. Очень приятный человек, кстати. Болгары нам проводили такие мини-экскурсии. Мы несколько раз гуляли по городу. Там, ну, вообще София довольно такой старинный город, много руин всяких еще со времен Римской империи там сохранилось. Старинные церкви. Одна из них, там, по-моему, то ли 3-го, то ли 4-го века вообще постройки. И до сих пор стоит, вполне себе выглядит неплохо. Вообще из достопримечательностей, наверное, в Софии не так много мест. Ну, вот в основном церкви, из того, что нам показывали. Плюс мы еще сами, когда ходили, там есть дворец культуры, такое очень в советском стиле здание. Плюс там вокруг фонтаны, и люди тусуются. Вот мы были поздно вечером, в первый день воскресенья, когда мы прилетели, после ужина еще прогулялись. Все там с пивком, ну там на улице можно, в Болгарии не запрещено пить. Но многие этим пользуются. Ну там место, ну вот в темноте прикольно, потому что подсветка фонтанов, все, само здание подсвечено, и такое тусовочное место. И как раз вот рядом с этим дворцом культуры большая длинная пешеходная улица с кучей заведений. Мы там вот несколько раз либо на самой этой улице, либо где-то вот там в нескольких минутах ужинали. Ну и там реально хорошее заведение. Мы искали там по рейтингу в Гугле, по советам вот жены нашего коллеги. Мы ходили 2 раза. Тоже было прикольно. Именно в такие традиционные заведения. Ели традиционные блюда, все такое. Ну, конечно, помимо еды и прогулок мы еще немножко там работали. Не прям полноценный рабочий день. Может, день или 2 мы отработали более-менее полноценно. 1 день мы ушли после обеда на прогулку. И в один из дней мы тоже закончили чуть раньше, чтобы устроить прощальный ужин. Кстати, 2 раза ужинали мы за счет компании. 1 раз за счет, ну, как бы нашей, а 1 раз за счет именно клиентской, которая в Англии. И вот когда мы ели за счет английской компании, мы вообще ни в чем себе не отказывали. Тем более было заранее известно, что этот ужин за счет компании. Я перепробовал кучу прикольных блюд, еще заказал десерт, и мы на 7 выпили 2 бутылки раки местной. Было прикольно. В один из дней мы еще ходили на квест Escape Room по мотивам как бы пиратов Карибского моря, ну не только, просто как бы пиратская тема, и еще немножко замешана с индейской темой, с ацтеками какими-то. Было прикольно, мы всемиром, конечно, там, наверное, многовато людей, ну, как бы так рассчитано, что можно всемиром, до 8 человек. Мы разгадывали загадки, там что-то мутили, крутили. И в итоге давался на все час. Мы прошли за 56 минут, там, с небольшими подсказками. Ну, как бы, как рассказал хозяин, мы неплохо справились. Ну, как бы 7 айтишников должны были пройти квест. Да, там еще нам сделали фотку командную в экипировке. Ну, вообще прикольно провели время. И такое для командного духа было забавно.
Да, работали мы в офисе в Софии от нашей компании, он довольно новый, прикольный, современный. Кстати, вот там еще был у нас самый верхний этаж, как бы терраса, и оттуда классный вид на город, на горы, потому что вокруг Софии горы, и если бы у нас там еще день-два было дополнительно, местные ребята говорили, что мы бы обязательно туда сгоняли, потому что, ну, горы это круто всегда, и вид, вот из любого места в городе почти видны горы, это прикольно. Но есть и минус, как они говорят, что воздух очень как бы грязный и ну, остается внутри города, потому что горы нет проветриваемости. Что еще прикольного в Софии? Это язык болгарский, и очень есть такие моменты смешные, когда вот какие-то надписи, вывески, названия смешно звучат. Я собирал такую небольшую коллекцию. Несколько примеров обязательно покажу и вам. Вообще, в целом, как бы как туристу в Софии делать, наверное, особо нечего. Да, в командировке это вариант. Тем более, ну, как бы нам многое было оплачено. Отель, как бы перелеты, даже вот часть питания. Вообще, город сам по себе такой немножко неухоженный, наверное. Частично там советское наследие видно, частично еще много старинного, прямо такого. Вот даже на станции метро мы видели, сохранены какие-то руины, и такой мини-музейчик сделан тоже. Выглядит прикольно. И, ну, местные, по крайней мере, вот то, что мы разговаривали с коллегами, они, ну, как-то это ценят и любят свою историю города. Ну вот сегодня уже, получается, предпоследний день в Софии наш. Я немножко отделился от группы, сходил в магазин, закупился всякими штучками домой. Завтра мы с утра, получается, выселяемся из отеля, едем в аэропорт. Пятница завтра, на работу мы уже не пойдем. Получается, просто едем в аэропорт и летим домой, но как бы рабочий день считается. Не знаю, буду ли еще что-то снимать, потому что мы все время вместе с коллегами. Мы знатно тут потусили, обходили все, что можно, посетили кучу заведений, успели и поработать, подружиться, было классно. Вот так. София такая, конечно, своеобразная, немножко неухоженная, немножко советская, немножко такая античная, ну, прикольный город. Наши ребята, коллеги местные, очень классные ребята, нам много чего показали. Я, к сожалению, не все мог снимать, но кое-что поснимал. Выводы. Ну, здесь прикольно. Много русскоязычных. В принципе, даже болгарский язык похож на русский. И надпись. Но больше надписи в разговоре он не так сильно похож. В принципе, такой полукурортный город. Конечно, до моря тут далековато, но очень тусовочный. Заведения... Много заведений, они все забиты людьми, люди тусуются, атмосфера расслабленная. Ну, не знаю, в принципе, отдельно сюда ехать как туристу смысла особого нету. Но, как в командировку, вариант классный. Ну и стоит рассказать о долгом пути домой, потому что в день отъезда все как-то пошло немножко не по плану. Ну да, сначала все было хорошо. Мы позавтракали, добрались в аэропорт, по-моему, за 4 часа до вылета, потому что как бы, вылет у нас после 2 был, а из отеля надо выселяться, а с чемоданами особо не погуляешь. Поэтому мы поехали сразу в аэропорт. Что удобно в Софии, то что там ветка метро идет прямо до аэропорта. И стоит относительно недорого, там, если переводить в евро, то 80 центов проезд на метро. Все, мы в аэропорту. Еще час или полтора до вылета у нас. Аэропорт, ну, как и вся София, среди гор расположен. Ну, это выглядит красиво, но, как говорят местные, есть проблемы с грязным воздухом. Но мы тут побыли неделю. Все, в принципе, было классно. Кстати, вот реклама заведения Happy. Мы там 3 раза обедали, было очень классно. Хотя, казалось бы, такое обычное сетевое заведение. Мы ничего особого не ждали, но очень классным оказалось. Ну все, ждем самолета. Увидимся уже дома, наверное.
Вылет нам задержали где-то на час. Причем сели мы в самолет уже с опозданием, и уже сидя в самолете нам объявили, что минимум на час типа задерживается рейс по независящим от авиакомпании польской, в которой мы летали, по независящим причинам. Но вылетели мы не через час, а чуть раньше. Прилетели с опозданием, наверное, может и час. Все-таки, ну, прилетели быстрее, чем планировались, но все-таки из-за задержек мы не успели. К тому времени я уже рассчитывал там успеть на поезд до Лодзи, и надо было срочно бежать, там, ну, то есть времени оставалось немного, еще нужно было доехать до Варшавы Заходней из аэропорта. На поезде я планировал. И вот подошли мы к месту выдачи багажа, и там написано, что типа первый багаж пойдет только там через 30 минут, по-моему. А еще даже до выдачи багажа на паспортном контроле был какой-то тоже странный момент. Короче, я подошел, все, дал паспорт, там офицер погранслужбы что долго смотрела, пару минут. Потом попросила меня подойти, там какая-то камера. И, ну, типа, ну, надо стать, и, ну, чтобы там она отсканировала лицо. И, короче, эта камера то ли не могла навестись, то ли что. Постоянно, типа, посмотрите в камеру, опустите голову, поднимите в камеру. Короче, минуты 2-3 я стоял, вот, махал головой, чтобы камера меня смогла снять. И там еще такой свет яркий бьет, у меня уже глаза слезятся. Я пытаюсь там найти этот баланс, чтобы камера меня сфоткала. И вот минут через 3 я вот уже как-то меня сфокусировалась, наверное, не знаю, или так долго, что она там делала. И вот все, фотографию сделали, печать поставили, все, я прошел. Мои коллеги все быстрее прошли, они поляки. Ну, хотя вроде там говорили, что их тоже фотографировали. Какая-то, не знаю, новая штука. И в итоге багаж... Ну, мы прождали минут 10-15, не полчаса. Я побежал, быстро попрощался со всеми, забрал багаж, побежал вызывать такси. Вышел из аэропорта, жду такси. В итоге мне звонит таксист, он оказался... Ну, я вижу в приложении, что это Сергей. Я такой, ну хорошо, ладно, я не против, даже лучше. В итоге он мне звонит, говорит, типа, где вы находитесь? Видите там такой-то отель или другой отель? Я говорю, ну я вообще под мостом каким-то, тут ничего нету, кроме такси. Он такой, так надо наверх. Классно, я просто выбежал, куда выход был. Оказалось, что есть какой-то другой выход, как-то наверх. Я в итоге побежал с чемоданом куда-то искать выход наверх. Вышел, смотрю, о, вот этот отель, мне говорил таксист. Пишу ему, он мне перезванивает, все, потом, короче, нашлись через пару минут. Ну, я уже понимаю, что на свой поезд я не успеваю, но такси уже вызвано, ну, хотя бы за счет компании такси, что тоже спасибо. Едем, пообсуждали, с ним посмеялись еще. Он оказался из Москвы, приехал вот в феврале в Польшу, работает в такси и занимается как бы криптотрейдингом. Рассказывал, как там у него идут дела, говорит, что в принципе легко можно зарабатывать, но главное типа с холодным каким-то подходом, не кидаться в крайности. Говорит, вот пока что я еще не умею, но от $50 в день можно на этом зарабатывать. Ну, пожалуйста, ну, я сказал, что для меня лучше просто обычные инвестиции, надолго и не париться. В общем, это еще только пол истории. Приехали мы на Варшаву Заходнюю. Я захожу и вижу, что какая-то странная фигня творится. Куча людей возле табло. И я смотрю, ну, то есть я приехал, было где-то 5:30. Я смотрю на табло, там 16:10, 16:20, такие, я же часы перевел, все нормально, уже 5 часов вроде, что за дела. А на табло, ну реально, там даже нету 17, там все на 16. Потом я смотрю, а там еще есть написано опоздание, там 100 минут, 60 минут, все поезда с опозданием. Я такой, прикол. Смотрю, короче, походил, посмотрел, не понял, что к чему. Ну, короче, ну ладно, покупаю билет себе, там на 6 часов, полчаса оставалось на поезд, смотрю, потом начинаю смотреть онлайн, потому что на табло на вокзале не умещается даже там до нынешнего времени.
А как узнать, на каком пути и с каким опозданием поезд, который еще через полчаса, это я только в интернете смог найти, и то не сразу. Написано, что поезд мой опаздывает там на 35 минут. Окей. Потом я заметил, что тот поезд, на который я изначально планировал успеть, но не успел на такси, задерживается на час, и его тоже еще не было на этой станции. В итоге я часа полтора, наверное, еще ходил туда-сюда по станции, проверял табло, там куча людей, все в непонимании, там просто такой толпы народа на вокзале я никогда не видел, это ужасно было. Стою, обновляю в интернете, иногда подхожу к табло, этому ничего не понятно, даже на какой перрон непонятно, иногда в объявлениях там только голосом что-то объявляют. Капец, столько людей. На всех перронах. В итоге стоял на одном перроне. То есть уже прошло время, даже то, что опоздание на 35 минут моего поезда, его не было. Еще час прошел. В итоге слышу объявление о том еще первом поезде, на который я даже не успел, что он прибудет на такой-то перрон. Бегу туда, нахожу проводника, спрашиваю, могу я с билетом на другой поезд, который должен быть там непонятно когда, а по расписанию уже давно уехал, могу я на этот поезд? Он говорит, да, заходи, потому что тот вообще не может не приехать. Что-то то ли на Варшаве центральной стало, то ли на промежутке между центральной и заходней. Но в итоге я сажусь на тот поезд, становлюсь, потому что, естественно, у меня билет на другой, места заняты. Я большую часть пути ехал стоя, там, в проходе. И только за минут 40 до конца смог сесть, уже когда люди повыходили. В итоге приехал часов в 9, хотя планировал в районе 7 быть. Но это еще не худший вариант, я думаю. Поэтому был ужасно уставший, все вообще не пошло не по плану. Мои ребята, коллеги тоже, они ехали в Люблин, все втроем. У них поезд был позже, и тоже их поезд задержался на 1,5 часа. То есть они были, наверное, уже ближе к ночи только. Вот такая ужасно долгая и сложная дорога. Ну, реально. Сил у меня никаких не осталось после этого, но вот на следующий день уже немножко хоть эмоциями поделиться. Они не такие яркие уже, но... Ну, понятно. Ну, вот так. В целом, командировка была в целом прикольная, только расставание было невыносимым. Не то слово, ребята. Эта неделя была отвратительная. Мы с Чупи больше не отпустим, Саш, никуда. Ну все, ребят, спасибо, что были с нами. Оставайтесь обязательно с нами, потому что впереди еще обязательно что-нибудь у нас случится. Да и даже если ничего не случится, все равно оставайтесь с нами. Да, с Чупи не соскучишься. Ой, это точно. Так что спасибо вам большое за просмотр. И мы вам говорим, ребятки, пока. Пока, до новых встреч. Пока. Пока-пока-пока.